Всем привет! Наконец-то! Поступила в продажу супер новинка от российской фирмы «Звезда». Российский автомобиль УАЗ-3909 или в простонародье «Буханка» в 35 масштабе. Честно говоря, для меня это самая ожидаемая модель, которую я ждал от «Звезды». Ну, я думаю, для многих тоже. Стоимость модели рекомендованная заводом и составляет 1790 рублей. Сейчас при покупке этой модели у нас есть очень хорошие бонусы, которые вы можете получить совершенно бесплатно. Это набор фототравления фирмы Microdizine, и набор окрасочных масок фирмы SX Art. Ну и это еще не все. Вы также получите купон на скидку 20% на любой следующий заказ. И скидку 30% на любые дополнения к этой модели. А их очень и очень много. И они очень интересные. Количество деталей в наборе 197. Длина собранной модели 12,7 см. Также на обороте коробки есть информация по прототипу машины и фотографии собранной модели. Внутри коробки пакет с литниками, резиновые покрышки колес, литник с прозрачными деталями, декаль, пленка для зеркал, цветная схема окраски, ну и инструкция. Количество деталей в наборе небольшое. Литников тоже немного, их 5 вместе с прозрачным. Первый перед вами. На нем все детали корпуса машины. Пластик гладкий и на ощупь приятный. И вообще все так прекрасно, когда чего-то долго ждешь, а потом этот день настает. Ну, лучше давайте поближе рассмотрим детали. Что я заметил на первый взгляд? Обшивка дверей дана вместе с ручками. Зачем? Непонятно. И сами ручки выполнены как-то топорно, что ли. Грубо. Есть небольшая утяжина на левой задней двери. Заглушки на окна. Вроде с ними все нормально. Я их уже опробовал, вставляется на свои места четко. Следы толкателей. И некоторые из них думают, что будет видно. Их лучше убрать. А днище вообще все ими усыпано. Ну, конечно, рама с ходовой их скроет, и надеюсь, что все. Но лучше подстраховаться. Внутренняя часть крыши тоже со следами, обшивки у крыши нет. Ну, короче, нужно с ними бдить. Литник номер 2. Детали ходовой части. Передняя часть кузова, диски, выхлопная система, рули, именно рули, кресла и так далее. На мордашке есть значок УАЗ. Но лучше его убрать и поменять на травленый. Он есть в комплекте от Microdizine. Значок также есть и в декале от набора. Во внутренней части есть следы толкателей. Их 3. Очень хорошо проработаны пластины на рессорах.
Приборная панель. Как я понял, это новый вариант. Честно говоря, я думал, что их будет два. Циферблаты приборов есть в декалях, а еще лучше поставить цветные, фототравленные. Очень правильное решение с передней решеткой. Есть уже готовая, а есть просто обналичка ее. Берем травленую и вставляем. У микродизайна она точно есть. Сам опробовал, она великолепна. Совсем другой вид у модели. В наборе даны сразу два руля. Новый и старый тип. Кресло водителя и кресло пассажира выполнены вместе с подголовниками. Два топливных бака. Диски колес, вроде как неплохо проработаны. Выхлопная часть собирается из нескольких деталей и собирается великолепно, как и ходовая часть автомобиля. Двигатель дан частично, только вид снизу. Передних бамперов два, на выбор. Два маленьких одинаковых литника с дисками колес, задним бампером, если его так можно назвать, сидушками для пассажиров. Здесь-то говорить особо нечего. Сборка кресел у меня прошла без осложнений. Все культурно встало на свои места. Литник с прозрачными деталями. Качество отличное. В основном это стекла кузова. Линзы передних фар. И, что отлично, задних. Резиновые покрышки колес. Их 5. Резина очень мягкая. Есть надписи на бортах. Хороший протектор. Лично я резину не люблю. У меня краска отваливается вместе с грунтом периодически. Но поставить ее можно и даже не стыдно. Декаль на два варианта окраски. Обе на войну. Есть значок УАЗ на морду машины. И циферблаты приборов. Впрочем, об этом я уже говорил. Пленка имитация зеркал. То, что она есть в комплекте, это прекрасно. Теперь, что мы дарим сейчас, чтобы смотивировать вас на покупку. Окрасочные маски на экстерьер машины и на резинки для стекол. Сборку облегчит вам, гарантирую. Набор фототравления микродизайн. Включает в себя плату с цветным фототравлением. Основной здесь ковер. Два варианта номерных знаков. Магнитола, кассетник похоже. Приборы как на старый, так и на новый вариант торпеды. И задние фары. Чудесно и великолепно. И еще одна плата. Основная здесь, конечно, это решетка. Также есть дворнички, эмблемка УАЗик, ручки дверей, брызговики очень красивые, противослойчные козырьки, подножки всевозможные. И еще много там чего есть. Инструкция черно-белая, с описанием прототипа. С содержимым набора. И пошаговой сборкой. Лично у меня проблем с ней не возникло. Покумекал только с ходовой частью. И то самую малость. Цветная схема окраски модели и нанесение декалей. Два варианта предлагает звезда. Первый из них – военная комендатура Министерства обороны Российской Федерации.
Ленинградский военный округ, 2008 год. И второй вариант. Центральный военный округ, 2014 год. По набору вроде как бы все рассказал. Еще буду выпускать ролики по этой модели. И по сборке ее, и по дополнению к ней. Напомню, что сейчас вы можете приобрести ее с подарками, с фототравлением и масками, и скидками всевозможными. Не пропустите. Вот наш сайт. Там все просто. 2-3 клика и модель у вас. А на этом все. Спасибо за просмотр. Хорошей вам сборки. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.